Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как не попасть на удочку мошенников при покупке квартиры. Аферистов в недвижимости с каждым годом становится больше, а значит, при покупке жилья необходимо знать обо всех возможных опасностях. Рассмотрим основные схемы, к которым прибегают мошенники на рынке вторичного жилья. Подделка документов. Чаще всего недобросовестные продавцы подделывают завещание, паспорт, доверенность, постановление суда. При этом сама сделка оформляется законно, и дать ей обратный ход покупателю будет сложно. Но в последние годы такие случаи встречаются реже, благодаря введению единого государственного реестра недвижимости. Поэтому сохраняйте бдительность при покупке квартир, доставшихся по завещанию или по доверенности. Неожиданно могут возникнуть заинтересованные лица, которые через суд признают сделку недействительной. Как бы случайное забывание о родственниках, зарегистрированных по адресу продаваемой квартиры. Сюда относятся временно выбывшие, например, военнослужащие или студенты, совладельцы, не знающие о продаже их имущества, несовершеннолетние дети, муж или жена, не давшие согласия на оформление сделки, или другие родственники, оспаривающие завещание. Такие забытые родственники могут обернуться для покупателя многолетними судебными делами. Для избежания таких ситуаций нужно навести справки о составе семьи продавца и пообщаться с соседями. Занижение оценочной стоимости квартиры. Если вас будут уговаривать занизить оценку недвижимости, чтобы сократить размер налогов, будьте осторожны. В этом случае сумма сделки в договоре будет сильно отличаться от того количества денег, которое вы передали продавцу. Риск в том, что недавний владелец квартиры может оспорить сделку, и тогда покупатель получит на руки только сумму, указанную в договоре. Избежать такого мошенничества просто. Не стоит прописывать в договоре сумму сделки меньше, чем она есть на самом деле. Продажа квартир с долгами за коммунальное. Эта схема мошенников часто идет в паре с подделкой документов из ОСМД и иных подобных учреждений. А потому удостовериться в этом можно, обратившись в эти организации. Помимо перечисленных выше случаев мошенничества на рынке вторичного жилья, опасность может подстерегать и при покупке новостроя. Здесь покупатель может наткнуться на различные схемы обмана, которые заканчиваются печальным исходом. Застройщик признается банкротом. Застройщик становится фигурантом уголовного дела. Компания-продавец исчезает. Квартира продается нескольким покупателям. Недвижимость не соответствует изначальным параметрам. Обязательно проверяйте репутацию застройщика и его надежность прежде, чем инвестируете в недостроенный объект. Чтобы не попасть в такие ситуации при покупке жилья, трезво оценивайте возможные риски, задавайте вопросы, интересуйтесь документами и изучайте законодательные нормы. А в случае покупки квартиры в новостройке убедитесь в репутации застройщика. И не жалейте денег на профессиональную помощь. Юристы по недвижимости помогут провести комплексную проверку объекта. А заключать сделки отправляйтесь к проверенному нотариусу, которые помогут составить договор и предоставят помещение для пересчета денег. Также рекомендую подписываться на наш канал, чтобы не пропускать новые видео.